Добрый вечер, уважаемые подписчики и наши зрители. Сегодня на нашем подкасте клиника Сайгак Орто и Scolio центр. Сегодня у нас в гостях два замечательных человека. Гари Аристегui с солнечного Сан-Себастьяна. Гари у нас международный преподаватель школы BSPTS, один из ключевых экспертов по лечению сколиоза. И также Юрий Кукелев из Санкт-Петербурга, также международный преподаватель школы BSPTS. Меня зовут Лавянников Кирилл, я генеральный директор сети клиник Сайгак Орто и мой партнер и коллега. Здравствуйте, меня зовут Кичатов Сергей, я являюсь руководителем Scolio центра Алматы. Мы занимаемся консервативным лечением сколиоза, остановкой прогрессирования сколиоза, доказательными методами, одобренными Международной ассоциацией СОСОРТ. Совместно с Сергеем наш центр Сайгак Орто и Scolio центр. Мы работаем по лечению сколиоза, изготавливаем корсеты Шино и занимаемся специализированной гимнастикой. И одной из школ сегодня являются представителями одной из школ, сегодня являются наши гости. И у нас будет ряд вопросов по поводу специализированных гимнастик, которые сейчас распространены в мире. Так, дорогие друзья, сегодня мы все чаще сталкиваемся с тем, что под словом «специализированная гимнастика» подразумеваются различные авторские методики, не имеющие отношения к официальным школам. Всего 7 школ в мире, которые рекомендованы Ассоциацией по лечению, консервативному лечению сколиоза СОСОРТ. Верно? И, соответственно, мы бы сегодня хотели поговорить о том, как родителям подобрать грамотных, правильных специалистов, а не специалистов, которые работают по авторским методикам или по методикам, которые не одобрены, не признаны ассоциацией СОСОРТ, научным сообществом. Итак, первый вопрос к Гарри. Гарри, как вы видите, сегодня становятся популярны методики различного характера по лечению сколиоза и применяемыми людьми, не имеющие медицинского образования. Как вы смотрите на это? First of all, thank you very much for inviting me to be here with you. Thank you very much to Scolio Center in Almaty to try to spread the knowledge related to scoliosis and other spinal disorders. Чтобы поделиться знаниями о сколиозе и других заболеваниях позвоночника. Because it's important to spread this knowledge in the health professionals, because there are many people that doesn't know anything about specific techniques in this field. Потому что многие не знают, не имеют никаких знаний по поводу специфических техник в плане лечения. It's important health professionals to know that we have, for example, the SOSOR Society. Людям, кто занимается лечением сколиоза, очень важно знать, что есть сообщество. Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment. По консервативному и реабилитационному лечению сколиоза. And 20 years ago, in 2005, by consensus, recognized 7 schools. И СОСОРТ методом консенсуса определил 7 основных школ. For the specific treatment, for the specific physiotherapy treatment for scoliosis and other spinal disorders. Специфической физической терапии, не путать с физиотерапией, для лечения сколиоза. And nowadays also in 2025 we have created a new society. В этом году, в 2025, была создана новая ассоциация. This is the International PSSE Society, the International Physiotherapy Scoliosis Specific Exercise Society. Международная организация специфических упражнений, физиотерапевтических упражнений при сколиозе. To be able to present and to offer the best information we have at this moment in the world. Чтобы иметь возможность предоставлять лучшую информацию о лечении, которое есть сейчас во всем мире. To help health professionals to understand what PSSE is and what PSSE means. Специалистам в области физической терапии и медицины, что из себя представляет и что делает физическая терапия.
because it's very important for the patients to receive the correct treatment. Потому что для пациента важно получить корректное, качественное лечение. In 2025, we have created a new society. The name of this society is the International BSPTS Association. В 2025 году была создана ассоциация специфических физиотерапевтических упражнений при сколиозе. Inside this society, at this moment, the president is Nicola Jepkits, the ISST. В данный момент возглавляет данную ассоциацию Никола Евтич, имеющий отношение к ССТ. Also, SEAS, Michele Romano. Также сюда входят Микеле Романо и SEAS. Also from FITS, Andrei Mohango. Андрей Муханго, который имеет отношение к Also FITS. from SideShift, Tony Betts. Тони Бетс из SideShift. Also from Best Practice, Tuk Bakuru. Топ Бакуру из Best Practice. And from the Rigo Concept, I am inside this society. И также Гарри входит туда как представитель Барселонской школы физической терапии сколиоза. And all of us, we are working together to defend the PSSC name and terminology, the acronym. И все мы работаем под именем, развивая специфические физиотерапевтические упражнения при сколиозе. Because it's important to work all of us together, putting the focus and the priority in the patient. Потому что главный приоритет в работе всех школ — это помочь пациенту. Because our priority always must be to offer a patient the best information. Потому что наш приоритет всегда предоставить пациенту полный объем информации. And the best treatment when they are looking for a good health professional in the scoliosis field to receive the PSSC correct treatment. Чтобы дать ему наилучшие возможные варианты лечения, когда они ищут лечение с помощью специфических физиотерапевтических упражнений при сколиозе. Тогда следующий вопрос. Хотелось немножечко в историю окунуться и уточнить, когда все-таки появилась школа BSPTS, какой опыт у школы, и сразу дальнейший вопрос. Как я понимаю, все эти 7 школ вошли в ассоциацию только потому, что имеют огромный опыт, имеют много успешных кейсов и зарекомендовали себя. И вопрос будет такой, что появляются сейчас новые какие-то школы, которые называют себя там Шрот и тому подобное, тому и так далее, не имеющие под собой никакого подкрепления, никаких исследований и никаких успешных кейсов. Давай разделим вопросы, начнем с первого. Да. Еще раз. Первый вопрос. Первый вопрос. Гарри, расскажи, пожалуйста, о том, когда была создана школа BSPTS и какой опыт, сколько лет уже существует школа. Gary, please tell me about the history of the Barcelona School of Physical Therapy Scoliosis. Okay. Thank you for the question, because the history of the BSPTS Rigo concept is very interesting. История Барселонской школы физической терапии сколиоза и история концепции доктора Рига очень интересна. Nowadays, we know the work we do and the methodology we do as a Rigo concept BSPTS. То, чем мы сейчас занимаемся, называется концепция доктора Рига. BSPTS means Barcelona Scoliosis Physical Therapy School. Барселона означает Барселонская школа физической терапии сколиоза. And this school started as a school in 2008. Как школа она начала работать с 2008 года. I will go in the history from today to the past to understand much better where we are today. Я пойду в обратном порядке по истории, как все это происходило. And in 2008, BSPTS was created by Dr. Rigo, Nuria Puigdeval, and Mónica Villagrasa. Значит, in 2008, в 2008 году школа была организована доктором Рига, Моника Вилаграса, Гарри и Нурия Пурджеваль. Because until this day, until this year, Dr. Rigo was working with Rudolf Weiss.
Потому что до 2008 года доктор Рига работал совместно с Хансом Рудольфом Вайсом. Rudolf Weiss is the son of the Christa Lerner Schroth, the grandson of the Catherine Schroth. Доктор Вайс является сыном Кристы Лейтнер Шрот и внуком Катарины Шрот. And starting in 1980, И начиная с конца 80-х, начала 90-х годов, Dr. Rigo was working and introduced in Spain доктор Рига, они работали вместе и начали представлять это в Испании. the Schroth knowledge Данные о шрот-терапии through the Elena Salva hands через руки Елены Сальвы. Elena Salva was the mother of Dr. Rigo's wife. Елена Сальва была тещей доктора Рига. And at that time, Elena Salva was working with Christa Lerner Schroth. Елена Сальва очень долго работала совместно с Кристой Лертнер Шрот. And Dr. Rigo helped them with Rudolf Weiss И доктор Рига с доктором Вайсом помогали им to spread the knowledge related to the scoliosis field and the Schroth in Spain and also around the world. И они помогали распространять знания о сколиозе и о шрот-терапии в Испании и также во всем мире. Dr. Rigo started working in the scoliosis field through the physiotherapeutic door. Изначально доктор Рига работал со сколиозом с точки зрения физической терапии. This is very interesting because being medical doctor, when he started treating patient, was more from the functional point of view, from the physiotherapy point of view, than the medical doctor. Он занимался лечением больше с физиологической точки зрения, чем с точки зрения доктора. But having, of course, the view of medical doctor that must do the diagnosis, must classify the patient and prescribe the treatment. Но также он выполнял функции доктора, он консультировал пациента, ставил им диагноз и назначал определенный вид лечения. During the 80s and 90s, Schroth was more one thing that didn't have enough evidence, had the clinical evidence, but not the scientific evidence. Опять же, в 80-е, 90-е годы не было большого опыта клинических доказательств работы, но были определенные научные доказательства эффективности метода. And Dr. Rigo, Rudolf Weiss, also from Asclepios Clinic, they were working together to try to improve the evidence in the scoliosis field. И, соответственно, клиника Асклепиус в Бад-Собрехайме, доктор Рига и Ханс Рудольф Вайс работали совместно для повышения научного обоснования, научных статей и данных о эффективности шрот-терапии. Until 2008, Dr. Rigo, Rudolf Weiss, and others published many different papers and also 2 or 3 books, if I'm not wrong. Соответственно, до 2008 года было опубликовано множество научных статей и 2 или 3 книги. But it's true that sometimes the life put us together, but it's true that then we decide to go from different paths. Соответственно, но жизнь может идти по-разному, и люди могут менять свои точки зрения и как бы переставать работать совместно. In 80s and 90s, Dr. Rigo also had the contact or was working with Jacques Chenot. Также в 80-х и 90-х доктор Рига активно работал с Жаком Шено. Nowadays, we know a lot about Jacques Chenot related to the brace. Его имя хорошо известно по причине того, что он предложил корсет Шено. And considering the physiotherapy influence, the Jacques Chenot influence, Dr. Rigo started in 2008 the new path, and this new path is the BSPTS, Barcelona Scoliosis Physical Therapy School. И, соответственно, объединив усилия знания физической терапии и знания про
корсеты, доктор Рига создал новое направление в терапии сколиоза, которое получило название Барселонская школа физической терапии сколиоза. At that time also Rudolf Weiss decided to follow with his own path and created the best practice. Соответственно, в тот момент доктор Вайс придумал свое направление шрот-терапии, которое получило название Best Practice. And Axel Hennes at that time followed with the Scolio clinic and created the ISST. Соответственно, и Аксель Хеннес продолжил развитие свою работу в клинике Asclepios, и там появился ISST. Nowadays we can say that ISST, Best Practice and Rigo concept, we are coming from the same roof, but we are at different brands at this moment. Можно сказать, что Best Practice доктора Вайса, ASST и Барселонская школа физической терапии сколиоза имеют одни корни, но представляют себя три различные ветви данного направления. We as a Rigo concept BSPTS, after Dr. Rigo's and Nuria's evolution of the concept, то есть мы, как Барселонская концепция Рига, Барселонская школа физической терапии, после пересмотра научной информации доктора Рига и Нурия Порждеваль, of course we recognize from where we come, that is from the Шрот root. То есть понимая, что мы имеем связь с классической шрот-терапией. But it's true that nowadays, after different evolutions, we are not doing the Roth, Catherine or Krista Lerner Roth were doing in the past. Но можно сказать, что мы не делаем то, что делали в прошлом Криста и Катарина Шрот. Because also Dr. Rigo received the influence of Jacques Chenot. Потому что доктор Рига привнес сюда информацию, которую он получил от Жака Шено. And he transferred the Roth knowledge, the Jacques Chenot knowledge, also his experience and the new research. Он объединил ту информацию, которую он получил от Шрот, ту информацию, которую он получил от Шено, и, соответственно, приложил сюда свои собственные знания, чтобы создать новые исследования. To the concept today, nowadays, we are applying. Чтобы получилась та концепция, которую мы применяем сейчас. But it is Rigo concept, because also in 2010, концепция доктора Рига, потому что в 2010 году he published the classification, Rigo concept classification in 2010. Он опубликовал классификацию. And it was a really important moment. Это был очень важный момент. Because this classification we are using to prescribe PSSE, to prescribe physiotherapeutic scoliosis specific exercises, and also to prescribe and to decide the brace design. Ту классификацию, которую мы используем для назначения корсета и также для назначения специфических упражнений при сколиозе. Then Dr. Rigo followed with the work with different research, and in 2017, далее, после многочисленных работ и исследований, published with Mina Yelasic a really beautiful paper. В 2017 году совместно с Миной Иласич была опубликована прекрасная статья, describing the Rigo concept classification and specifically the brace design. где была описана классификация доктора Рига и, исходя из этого, какой должен быть дизайн корсета. Considering all these elements, nowadays we recognize, or we want to recognize Dr. Rigo works during more than 40 years. И, соответственно, сейчас мы работаем, оценивая весь опыт работы, проделанной доктором Рига. And we call now Rigo concept because it's more than approach. It's the understanding of the patient, it's the understanding of the evidence, it's like a philosophy. Соответственно, поэтому это называется концепцией доктора Рига, потому что
Здесь применяется его философия, здесь применяется его подход к пациенту. We always say, we look after the person, not just the cure. Девиз нашей школы звучит, что мы смотрим не на то, что мы видим на рентгеновском снимке, а то, что мы видим, то, как мы видим пациента. Dr. Rigo transmit us that always the priority must be the patient. Доктор Рига передал нам важную информацию, что на первом месте всегда должен стоять пациент. And we cannot forget that maybe the patient we have in front of us Мы не должны забывать, что пациент всегда... could be our daughter. Что пациент, который находится перед вами, это может быть ваш ребенок. Which type of treatment we would like to receive for our daughter? Which type of information we would like to receive? И вы всегда должны думать, какой тип лечения вы хотели, чтобы получил ваш ребенок. Да, это, мне кажется, очень важно. После нашего обучения, когда мы проходили у вас BSPTS, и для меня именно в осознании, в понимании важно было, когда вы сказали, что да, представьте, что приходит на лечение к вам ваш ребенок. Как бы вы относились к этому? И для меня это было пах. Ну это реально. Если каждый специалист будет думать в таком формате, да, к такому подходу, это, мне кажется, правильно. I would like also to remark one thing. Я также хочу отметить один момент. Because many times we are speaking about Шрот. Очень часто мы говорим о понятии Шрот. And it's important also, in my opinion, to save a Шрот name. И очень важно, что сохранить имя Шрот. Catherine Шрот was a genius. Катарина Шрот была гением. Krista Lerner Шрот followed with the legacy. Катарина Шрот продолжила ее семейное дело. And we, Rigo Concept, recognize and we want to put in the history place a Шрот name. И мы отмечаем в истории имя Шрот. Nowadays the problem is that many people is using a Шрот word. Проблема в том, что много людей сейчас используют название Шрот for her own benefit. Для получения какой-то выгоды. Ну, вот, кстати, вытекает вопрос из... Спасибо огромное, Гарри, за объемный ответ. Очень приятно слышать, когда человек болеет тем, чем занимается. Вопрос такой. В последнее время стали появляться действительно очень много новых направлений, новых школ, которые используют слово «шрот», не имея при этом никакого опыта, не имея опыта использования данной школы, не опираясь ни на какие научные данные. Метаанализы. Да, и, соответственно, просто выпустив его на рынок для, опять же, как сказал Гарри, для получения каких-то выгод или еще чего-то. Вот как Гарри относится к данной ситуации? I said before that all of us we need to respect the work Catherine Шрот did in the past. Как уже было сказано, нам нужно уважать ту работу, которая была сделана Шрот в прошлом. And if anyone, because any new approach could be possible in the future. Любой подход. Maybe the artificial intelligence is creating a new approach for the scoliosis field. Любой подход может быть востребован в будущем. Возможно, что когда-нибудь искусственный интеллект придумает какой-то новый подход для лечения. But for me, it doesn't have sense to say artificial intelligent method. Как бы для меня звучит странно. Шрот, искусственный интеллект, метод лечения. Because a Шрот method was one, and we can say that Rigo followed, but evolved the concept. Опять же, можно сказать, что доктор Рига следовал классической методике Шрот, но она претерпела огромные эволюционные моменты. Nowadays we can say that the Rigo concept is different to Шрот. И мы можем сказать, что Rigo концепт отличается от... It's close, but we had new principles. We have the expansion technique as a motor of the correction.
Опять же, но есть отличия. У нас есть техника расширения, которая отличается от классической Шрот. Rudolf Weiss was the grandson and the son following with the best Шрот best practice. Ханс Рудольф Вайс продолжил семейную традицию, семейную работу в виде best practice. And Asclepius was the origin of everything. ISST is following with that, the International Шрот Spinal Therapy. Соответственно, ISST продолжает как классическая шрот-терапия. From this point, any other one thing could not be a Шрот. Соответственно, с этой точки зрения ни одна последующая школа не может называться шротом. A Шрот Artificial Intelligence is a brand to sell much better the new approach. Шрот искусственный интеллект, кто может продать the new approach, a Шрот Artificial Intelligence as a new approach. Это может быть новым подходом. But it's using the Шрот name to sell more. Но, опять же, используя... No ethic, no respect. We need to respect the genius and all the person at the beginning created all this. Используя Мишрот, мы сможем продать больше, но мы должны с уважением относиться к авторам данной методики. And I repeat, any new technique could be positive for the patient. Опять же, я повторю, что новые техники могут хорошо работать и хорошо помогать пациентам. But Kirill, if you want to develop a new one, но назови это методом Кирилла Сайгак Орто, but don't use a Шрот name. Но не используй для этого имя Шрот. Я полностью согласен с Гарри. Я считаю, что все-таки, если ты называешь свой метод чьим-то именем, то, соответственно, ты понимаешь, что на нем либо ты в нем уверен и можешь на нем заработать, либо называй его другим каким-то именем. И люди в социальных сетях везде говорится так, что если ты не хочешь расстраиваться, не ставь большие ожидания, допустим, там, о человеке, там, о ситуации, там, еще о чем-то. Так же и здесь. То есть если ты сразу берешь чье-то имя, то ты создаешь для пациентов, да, большие ожидания. Возможно, они что-то ожидают. Но посмотрим, как все будет продолжаться, как все будет развиваться. Но я полностью согласен с мнением Гарри, что нужно уважать мнение, не мнение даже, а имя Катарины Шрот. Да, и это женщина, которая сама имела сколиоз, которая придумала этот метод, и сейчас использовать, коммерциализировать этот метод. Ладно, оставим эту ситуацию, да, перейдем к другому вопросу. Гарри, как ты бы посоветовал родителям выбирать специалиста для специализированной гимнастики, клинику для специализированной гимнастики, не обязательно для корсетирования, возможно, и для корсетирования, и для специализированной гимнастики. Вот простые советы для родителей. Yes, look at I told you before. I said before that we have created the BSSC Association. Соответственно, как уже было сказано, в этом году была создана ассоциация специфических упражнений. We are developing the website, and inside this website, you will have a directory with the name of the professionals and the name of the centers, recognized and with the stamp of the BSSC Society. Соответственно, там будет разработана отдельная папка, отдельная страница, на которой будут написаны все специалисты, которые проходили, сертифицированные специалисты, которые проходили обучение. Гарри, подскажи, пожалуйста, как в Испании родители пациентов со сколиозом выбирают клинику для лечения? I can't say, maybe anyone could think that I am arrogant. My ego is so big. Я не могу сказать, мое эго... Я не такой тщеславный. But any person in Spain, also in Europe and also around the world. Но есть много людей в Испании, в Европе и во всем мире. If you go to Google and write Rigo and scoliosis, если они введут в Гугле Рига, концепция доктора Рига,
can find the many 35 physiotherapists and professionals in the Rigo concept or with Dr. Rigo. Они могут найти множество специалистов, которые или работают с доктором Ринго, или являются его последователями. Because it's incredible wherever we go. Потому что куда бы мы ни отправились, Kazakhstan, Dubai, China, Australia, US, Brazil, Argentina, Russia, everybody knows Rigo. Потому что куда мы ни отправились во всем мире, везде знают доктора Ринго. Because he has transmitted to everybody the most important thing. Потому что он делится очень важной информацией. Again, that we must put the attention in the patient. Потому что, опять же, мы должны обращать внимание на пациента. And you have nowadays around the world thousands of professionals. И у нас во всем мире есть тысячи профессионалов, 35 in Rigo concept of BSPTS. Сертифицированных концепцией доктора Риго, BSPTS. 35 in the Rigo concept brace. Сертифицированных корсетами концепции Риго. And we can say that this is a stamp of certification to be sure that this professional has a good knowledge. И это является подтверждением того, что специалисты образованы. For example, as we are doing now here in the Scoliosis Center in Almaty. И это как раз то, чем мы занимаемся, находясь здесь, в Алмате. Скажите, пожалуйста, почему важно, чтобы специфическую гимнастику проводил именно сертифицированный специалист? First of all, it's important to say that when we want to treat a scoliosis patient, we cannot treat as a physiotherapist using the traditional or the general exercises. Первое, потому что нельзя использовать общие неспецифические упражнения. Because we have evidence. У нас есть научные доказательства. Has demonstrated that the specific approach, the physiotherapeutic scoliosis specific exercises, что упражнение ПССЕ is much better than the general physiotherapeutic exercises. Чем простые упражнения. If you, as a mother with a daughter with scoliosis, if you, as a father with a daughter or son with scoliosis, если у вашего ребенка есть сколиоз, и вы родители, you are looking for the best treatment for your daughter, for your son, вы пытаетесь найти лучший вариант лечения для своего ребенка, you must know that the best way is the physiotherapeutic scoliosis specific exercises. Вы знаете, что специфическое упражнение является лучшим выбором. And also the specific brace, и также специфический following the social guidelines, который следует рекомендациям Сорта. And at the end, if any physiotherapist would like to treat a scoliosis patient, если физический терапевт хочет заниматься лечением сколиоза, my recommendation is to try to learn 3 different spheres. Он должен изучать 3 различных сферы науки. The first sphere is related. First, we need to understand what scoliosis is, the 3 nature of scoliosis. Первое, нам нужно понять, что из себя представляет сколиоз. Then you could choose any technique. Соответственно, дальше идет какой-то набор навыков и техник, которые мы можем применять. Recognize PSSE technique, side shift, feet, SEAS, best practice, ISST, or Rigo concept. Любой рекомендованной специфической школы. And then the third sphere is how you apply the technique. И третья сфера — это то, как вы применяете данные техники на практике. When you combine these 3 spheres in only one, you can offer a patient a very good treatment. Когда это все объединено воедино, вы можете предложить очень хорошую помощь пациенту. With enough evidence, когда достаточно доказательств, to improve the quality of life of the patient with scoliosis. Для улучшения качества жизни пациента. Да, вот как раз-таки к вопросу о обучении у первоисточника, потому что специалист, который проходит
обучения, он должен давать себе отчет, что в дальнейшем он же будет работать с людьми, да, это очень важно, учитывая тот факт, что многие пациенты, приходя к нам на консультацию, говорят, что мы занимались шротом, мы делали специфическую гимнастику, и нет никакого результата. И мы, когда начинаем в процессе разговора выяснять, что же было, то есть какая школа применялась, какие были стартовые позиции, какая была классификация, какая была степень сколиоза, какой был риск прогрессии сколиоза, много-много-много вопросов. И изначально уже донося информацию, принимая информацию от родителей, мы понимали, что там все было не очень корректно. Часто бывает так, что в процессе разговора с родителями мы слышим, что они утверждают, шрот или другая какая-то специфическая методика, она не работает, она не приносит никаких результатов. И мы понимаем, что тут больше вопрос, наверное, насколько был специалист, соответствовал ли этот специалист своим критериям, да, потому что очень важно, чтобы обучение получали от первоисточника. Чтобы обучался специалист в оригинальных школах специфической гимнастики, которые перечислил Гарри, их 7 штук. Соответственно, уважаемые родители, пожалуйста, обращайте внимание на специалистов, в каких школах специфической гимнастики они обучались, какие у них есть сертификаты, и проверяйте, пожалуйста, скоро Гарри нам предоставит сайт, на котором родители смогут проверить, рекомендованы ли эти школы специфической гимнастики. Не совсем. На сайте будут написаны все специалисты, которые проходили обучение в той или иной школе. Да, но и все равно там будут все школы. У кого подтвержденный, сертификат, то есть это как сертификат качества того, что данный слушатель прошел обучение в той или иной школе. Гарри, я хотел спросить, конечно, в 3 словах не объяснить, но в целом, что же такое сколиоз? Scoliosis is one word coming from the Greek language. Сколиоз — термин, который нам пришел из греческого языка. That means that the spine is has a rotation. Когда позвоночник and is имеет deviated. Отклонение в сторону и ротацию. And with this, we describe a specific alteration in the patient body. И сколиоз имеет определенные специфические изменения в теле. I always explain patients, kids, adolescents. Я всегда объясняю пациентам, детям, подросткам. Scoliosis is a ugly word. It's like. Это когда вы выглядите не очень красиво. But it's only a word. Но это только слова. The real importance, the relevance is how you understand the meaning of this word, the meaning of scoliosis. Но гораздо важнее, как каждый пациент понимает, что для них означает сколиоз. Because scoliosis has a alteration of your body. Потому что сколиоз — это изменение твоего тела. The relevant point is that it's a cosmetic problem. Очень важный момент, что это косметические изменения. The most famous scoliotic patient очень известные пациенты со сколиозом was the hump of Notre Dame, the humper of the Notre Dame. Наиболее известный — это горбун из Нотр-Дама. And scoliosis, I repeat, is only a cosmetic problem. И все-таки в подавляющем большинстве сколиоз — это именно косметическая проблема. Scoliosis doesn't have a relation with pain. Опять же, он не имеет ярко выраженной связи с болью during the growing process. В процессе активного роста. Scoliosis doesn't have relation with pain during the young adult life. Он не имеет никакой связи с болью в течение начала взрослой жизни. But it's true that there are a specific group, a small one. Но также стоит отметить, что есть определенные небольшие группы. Patients with scoliosis that could arrive
to the high values, которые могут дойти до высоких значений. and we call high values to the values that nowadays we decide to make a surgery Те группы, которым сейчас мы понимаем, что им нужно хирургическое лечение, before having any complicate. пока не случилось никаких осложнений. Nowadays we put the line in 50 copangle degrees. Соответственно, в данный момент считается, что градусом деформации, при котором нужно хирургическое лечение, это 50 градусов. But this is only a number. Но это только значение. Because we know that people with more than 70 or 80 degrees Что люди, у которых деформация значительно больше, could start having any secondary effect имеют вторичные проблемы in the mechanical and the biomechanical of the breathing, нарушение функции дыхания but not any other problem. и другие проблемы. Scoliosis will not die you. Сколиоз не убивает нас. Scoliosis, I repeat, is a cosmetic problem. То есть в первую очередь сколиоз — это косметическая проблема. But it's true that any adolescent, if it's arriving to the surgical values, Но также стоит сказать, что подростки, которые достигают значения для хирургического лечения or more, или более, nowadays we decide let's go to do a surgery to stabilize and not to progress. Что наилучшим решением является сделать операцию, чтобы стабилизировать процесс. Because it's true that nowadays also we know that this population in the future Потому что эти пациенты в будущем will be adult будут взрослыми. and must be for this society a productive adults, И для сообщества эти взрослые must be happy, должны быть счастливы. must be have, if they want, family, Если у них будет желание, чтобы они могли иметь семьи. and we need to help them to be or to live the adult life as better they can. И нужно постараться, чтобы они прожили свою взрослую жизнь максимально комфортно, насколько это возможно. And for this, as a health professionals, we have a lot of work. Поэтому для специалистов в области физической реабилитации есть очень много работы. As a physiotherapist, as a medical doctors, as orthotist technicians. Для всех, для ортезистов, для физических терапевтов и для врачей. Because I said before, scoliosis is a cosmetic aspect. Как уже, опять же, повторимся, что сколиоз в первую очередь это косметический дефект. And as any cosmetic problem that you could have, because maybe I don't like the point that I have here, Соответственно, у нас у всех есть какие-то косметические проблемы, нам может не нравиться. or maybe my shoulder is higher one comparing with the other. То есть там, к примеру, одно плечо может быть другое выше другого. I think that it's more important to speak about the quality of life of the scoliosis patients Гораздо важнее говорить не о разнице плеч, а о качестве жизни пациентов, than the copangle. чем об угле Коба. Because copangle is only one measurement that we do in the X-ray. Потому что угол Коба — это всего лишь одно измерение, которое мы делаем на рентгене. And maybe this X-ray is one X-ray that we took a person after dying. When he's dead. I understand. Что это не то значение, от которого, когда мы это измерим, что после этого он умрет. Considering all this, always our recommendation is let's go to be with the patient to check the clinical aspect. Опять же, всегда после этого проговорить с пациентом клинические аспекты. And nowadays, clinical aspect is not only how you see your body in front of the mirror. Это не только то, как ты видишь свое тело в зеркале. The clinical aspect is how is your mental health. Это как твое психологическое здоровье. How is your functionality? Как твое функциональное. How do you feel? Как ты себя чувствуешь? How big or not is the impact of the scoliosis work in your life? Насколько сильно сколиоз влияет на твою жизнь? This is a really important point. Это очень важный момент. How? My question is, how is the quality of life of the scoliosis patient? Очень важный вопрос. Качество жизни пациентов со сколиозом. I remember one sentence from Dr. Rigo. Я вспоминаю одну фразу доктора Рига. The problem is not how many copangle degrees you have. Проблема в том, сколько
градусов угла коба у тебя сколиоз. The problem is how you live with the cob angle you have. А проблема, как ты живешь с этим углом коба. Да, многие родители, когда слышат угол коба 40 градусов, 30 градусов, они могут только посмотреть в поисковике, там любая там Google, Chrome, что это такое, какая-то степень. И когда они начинают развивать эту тему, вплоть до операции. То есть очень важно, я считаю, чтобы информацию доносил специалист. Потому что многие родители тоже, когда приходят на прием, часто задаваем вопросы. Там, а за сколько сеансов мы вылечим сколиоз? Гарри, за сколько сеансов вылечим сколиоз? I will answer you with another question. Я отвечу другим вопросом. What is to treat a scoliosis? Что такое лечение сколиоза? Because when you have a scoliosis will be with you during all your life. Опять же, нужно четко понимать, что сколиоз будет с тобой всю твою жизнь. When you have a scoliosis, never will return to 0 degrees. Он никогда не вернется к 0 градусов. And it's not a problem. Но это не проблема. To live with 15 degrees, 20 degrees, Жить с 15 30 градусами не представляет большой проблемы. you will not have back pain because you have a scoliosis. Совсем не обязательно, что у вас будет боль в спине, если у вас есть сколиоз. Of course that you will have pain in this life, Как и у всех, боль в спине может but быть. not because you have a scoliosis, because in this life everybody Но in any moment of your life will have pain. Опять же, потому что в какой-то определенный момент жизни у всех у нас может появиться боль в спине. We must say that when we want to treat a scoliosis, Мы должны сказать, что если мы хотим заниматься лечением сколиоза, in its specific moment, в какие-то определенные моменты you have a specific different aims. у вас есть какие-то специфические цели. When the patient is growing during the adolescent period, Когда пациент растет в подростковом возрасте, the aim of the treatment is to stop the progression of scoliosis and try to reduce. соответственно, постараться остановить прогрессию или уменьшить деформацию. During the adult life and elderly, when we are getting older, В течение взрослой жизни и в старости the aim is to improve the quality of life. это улучшение качества жизни. And the aims are totally different. И на каждом этапе цели различны. During the growing process and during the adolescent period until the skeletal maturity, До наступления костной зрелости в подростковом периоде, if your scoliosis is progressing, если ваш сколиоз прогрессирует, you will need the physiotherapeutic scoliosis specific approach, you will need the physiotherapy, то есть вам нужна физическая терапия, and also you will need the brace treatment. и вам нужно корсетное лечение. Then, when you arrive to the skeletal maturity, Когда вы достигли костной зрелости, you don't need more the brace, вам больше не нужен корсет. and you need to know that you must be active in your life, Но нужно понимать, что вы должны быть активны в течение всей вашей жизни. as any other one must be active, because otherwise the gravity has a big effect in our body. Потому что гравитация имеет огромное влияние на наше тело. During the young adult life, between let's say 20 to 40 years old, От 20 до 20-40, 40 лет. the life is beautiful. Жизнь прекрасна. You don't have pain, you don't have problems. У вас нет боли, у вас нет никаких проблем. Many times patient and family ask us, could I be pregnant in the future? Многие спрашивают, смогу ли я забеременеть? Yeah, sure. If you find the proper guy, yeah, sure. You need the other part. But you can be mother, of course. Опять же, если вы найдете подходящего мужчину, почему нет? And then after, let's say, 40 years old, 50 years old, После 40-50 лет the degenerative processes start начинают развиваться дистрофические процессы. and will have, this is true, that will have more impact in the scoliosis patients than in non-scoliosis И patients. опять же, сколиоз больше влияет на таких пациентов, чем на людей, у которых нет сколиоза. Also, the menopause has impact
in the scoliosis patient. Также наступление менопаузы очень влияет на пациентов со сколиозом. Because scoliosis has a relation with the bone shape and the bone density. Потому что сколиоз — это изменение костной структуры и изменение плотности костной ткани. Considering all this, you must try to save or to take care about your person, about your body. Поэтому нужно очень бережно относиться к своему телу. And in the adult life, it's true that the PSSE are offering a good result with adults, improving the quality of life. И это правда, что специфические упражнения во взрослой жизни помогают значительно улучшить качество жизни. The answer to your question is scoliosis will be always with you. Сколиоз всегда будет. You must learn how to live with your scoliosis in all your life. И нужно научиться жить со сколиозом всю жизнь. And in a specific moment, you will need a specific treatment for specific aims. И опять же, еще раз повторимся, что в определенные моменты нужна определенная помощь. But again, this is not a problem. Но это не проблема. It's a problem if you want to be a problem. Проблема только если проблема это для тех, кто только хочет, чтобы это было проблемой. Usain Bolt has scoliosis and is the fastest man in the world. Например, Усейн Болт, самый быстрый человек в мире, но у него тоже есть сколиоз. You have famous violinist that has scoliosis. Также у многих людей есть сколиоз. You have a lot of people with scoliosis, and they follow with their normal life. Они живут нормальной жизнью. Ну, это не приговор, получается. Да. Scoliosis will put any limit in your life only if you want to put this limit. Опять же, сколиоз как-то ограничивает вашу жизнь только по вашему желанию. You need to Движение жизни никто не отменял. You need to know, as a scoliosis patient, that the scoliosis is a cosmetic problem. Опять же, нужно четко понимать, что сколиоз в первую очередь это косметическая проблема. And will impact in your life if you want to have this impact. И опять же, она будет влиять на вашу жизнь, только если вы сами этого захотите. Насколько важно вовремя лечить и диагностировать сколиоз? As any alteration, as any disease, the early detection is very important. Как и у любого заболевания, раннее выявление – это самое главное. Because as earlier we detect any disease, чем раньше мы выявили какое-то заболевание, we will have more probabilities to have a better result. У нас будет гораздо больше возможностей получить лучшие результаты как исход. I always say, if any scoliosis arrive to the values of the surgical values, for example, 50 degrees. Я всегда говорю, что если сколиоз достиг хирургических значений, before arriving to 50 degrees, before arriving to 50, до того, как дошел до 50 градусов, in any moment, this scoliosis or this patient had 10 degrees. 15 degrees. То есть в какой-то момент тот пациент имел 10, 15, 20 градусов. 20 degrees. And at that time, between 10 and 20 degrees, we can start treating with the PSSE, with the physiotherapy. И опять же, когда у нас от 10 до 20 градусов, мы можем начать лечение специфическими упражнениями. Let's say 1 second, and we arrive later to the detection, and the patient has 25, 27, 30 degrees. Когда пациент достиг значений 25-30 градусов. At that time, we have treatment with evidence that is a brace treatment. Следуя научным доказательствам, в этот момент применяется корсетное лечение. Combined with physiotherapy, that has better result. В сочетании с физическими упражнениями, потому что это специфическими упражнениями, да, которые дают лучший результат. And of course, when you treat, let's say, 30 Copangle degrees, comparing with 50 Copangle degrees. Опять же, когда у нас есть разница, ты лечишь 40 или 50 градусов. And also, it's not the same if I have 50 degrees with my age. Это не то же самое, что когда у меня 50 градусов в моем возрасте. Or 12 years old girl. Или у 20-летней девушки. The flexibility is better than mine. С гораздо лучшей подвижностью. The result of the treatment when we detect earlier, it's much better. And we will have more possibilities, more probabilities than to detect later.
Соответственно, и чем раньше мы выявим и начнем лечение, то конечный результат будет лучше. For this, we have different programs. Для этого есть различные программы. For example, in Europe, you have the scoliosis screening В Европе есть in a school. What a school? скрининг сколиоза в школе. I know that in many different countries they do these school screenings. То есть идет школьный скрининг. Maybe you can start and propose to the Kazakhstan government to start with this screening to detect earlier the scoliosis patients. Возможно, вам стоит предложить правительству Казахстана проводить такие скрининги. Мы уже здесь. проводим в Алматы, уже мы подписали, но это такой сложный бюрократический процесс. Вот мы уже, Сергей Николаевич знает, мы в 15 школах провели, и довольно-таки много выявлений у нас. Okay. Because early detection in any health problem Потому что раннее выявление любой проблемы со здоровьем always you will have better result всегда будет давать лучший результат. if you act, if you do something properly. Если вы что-то сделали. When I say properly, I say in the scoliosis field, following the social guidelines, Опять же, если вы следуете рекомендациям по лечению through the PSSE and brace treatment. с применением специфического упражнения и корсета. Sorry to say, but in the scoliosis treatment, there are not miracles. Опять же, стоит сказать, что лечение сколиоза не творит чудес. The only way to treat the scoliosis is with the work. Be constant and apply the evidence and the science. Опять же, лечение сколиоза это работа, применение этих научных знаний, The physiotherapy, the specific physiotherapy, специфических упражнений and brace. и корсета. I am physiotherapy and I am orthotist. Я физический терапевт и ортезист. I don't like to wear a brace a patient. I don't like it. Мне не нравится, когда But пациент носит корсет. sometimes we must do it. Но, к сожалению, иногда мы должны... Because it's the best treatment for this moment, мы for this должны patient at назначать that time. это, потому что это наилучшее лечение для пациента. в Because it's данный much момент. better to wear a brace than arrive to the surgery. Потому что гораздо лучше носить корсет, чем рано или поздно сделать операцию. Ну да, это получается как бы единственный инструмент, который может приостановить прогрессию сколиоза. Да. Of course. А что вы думаете по поводу того, что некоторые специалисты запрещают носить корсет Шино? То есть ребенок находится в период роста, и у некоторых специалистов возникает вопрос к тому, что может быть мышечная атрофия при ношении корсета, ну и так далее. I think that I repeat again. To understand or to decide about the treatment of scoliosis, I repeat again, to decide about the treatment of scoliosis, Решение о лечении сколиоза. you need to know what scoliosis is, how scoliosis is, Нужно понимать, что такое сколиоз. and you must understand the progression of scoliosis. И вы должны понимать риски и факторы прогрессии. And if anyone decide no, to wear a brace is not good Если кто-то for решает, the progressive scoliosis, что ношение корсета при прогрессирующем сколиозе это не очень хорошо, is because this person doesn't know anything about scoliosis. это говорит только о том, что этот человек ничего не знает о сколиозе. Crystal clear. If I have astigmatism, Если у меня, к примеру, астигматизм, I need to wear glasses. мне нужно носить очки. If you are coming to me saying, no, don't wear glasses, Если кто-то мне посоветует не носить очки, I will cross the street, one car will come, and I will die. я пойду через дорогу, машина меня собьет, и я умру. If any person is saying, no, don't use a brace, don't wear a brace because brace is bad, when you are in front of the progressive scoliosis, Соответственно, если кто-то скажет, что не стоит носить корсет во время периода активного роста, I repeat again, it's because this person doesn't know anything about the опять scoliosis. же повторимся, что этот человек ничего не понимает о сколиозе. Other thing is to say, oh, Gary, you, 51 years old, you have scoliosis. Если кто-то мне скажет, что у меня в 51 год сколиоз, For me, the brace is not a proper treatment. для меня корсет это не необходимое лечение. But when patient is growing during the adolescent period, Но когда человек растет в подростковом периоде,
and scoliosis is progressing, и сколиоз прогрессирует, and the risk of progression is so high, и высокий риск прогрессии данного сколиоза, the proper treatment following the Scoliosis Research Society and the social guideline и, соответственно, главным лечением по мнению международных сообществ, занимающихся сколиозом, is to prescribe and to wear a brace combining with physiotherapy. это ношение корсета с специфическими упражнениями. And this is not one thing that I say. Это не то, что как бы я сказал. This is one thing that science Мировое and сообщество. evidence is telling us crystal clear. То есть это то, что говорит мировые сообщества, основываясь на научной информации. And this is the information that we have around the world for everybody. Это информация, которая... No difference between people from Spain, no difference people from Russia, from Kazakhstan, from England, from Australia. The same Одна и та же информация для всех регионов, во всех странах. the same indication for everybody around the world. Единые показания для всех. If the scoliosis has the potential to progress, Если сколиоз имеет потенциал к прогрессии, having more than 25 degrees, или больше 25 градусов, the prescription must be during the adolescent period. The prescription must be the brace в подростковом plus периоде PSSE. рекомендация корсет плюс специфическое упражнение. Хорошо. Тогда последний вопрос я задам. Last questions. Гарри, ты побывал в наших клиниках, в Сайгак Орто, в Scolio центре, познакомился с нашими специалистами. Какое впечатление у тебя, какое мнение о наших клиниках, о нашей работе? Что ты можешь сказать? Такой беспринципный взгляд на независимый. For me, to come to Almaty, to Kazakhstan, Для меня то, что я нахожусь здесь, в Казахстане, в Алматы, has been a really great and big positive surprise. это очень большой позитивный сюрприз. Because I meet you, Потому что мы познакомились с вами, Кирилл. and I see and I saw И я видел и вижу, that you are really worried for the scoliosis patients. что вы действительно переживаете о пациентах со сколиозом. You are really worried about the families. Вы переживаете о семьях пациентов со сколиозом. And Scoliosis Center Almaty, И сколиозис центра the physiotherapy center, is specialized in the scoliosis treatment in the scoliosis field. соответственно, специализируется на специфическом лечении пациентов со сколиозом. We have had the opportunity to be with many different patients. У нас есть возможность Thank you so much for this. Работать со множеством различных пациентов, за что мы говорим спасибо. Because I can see how worried you are, the Scolio Center Almaty, Потому что мы видим, как Scolio центр Алматы заботится о своих пациентах. about this type of patients, О данных пациентах, trying to offer them the best treatment. старающаяся дать им лучшее из возможного лечения. Not only maybe inviting us to educate in Rigo concept, also SEAS, also ISST, Не только просто пригласить нас для обучения, and the same with Сайгак Орто. и то же самое касается Сайгак Орто, For me also has been a very great positive surprise что для меня было большим сюрпризом to meet people like you, встретить таких людей, как вы, that they are worried about the situation of the families and patients. кто, опять же, заботится об их семьях, Because beside you, beside all in your back, потому что у вас за спиной you have knowledge, у вас есть знания, you have staff, у вас есть персонал, you have technicians, у вас есть ортопедические техники, engineers, инженеры and a lot of people и множество людей, that many times they are working in the shadow. которые иногда работают в We тени, don't see them, когда мы их не видим, but I had the opportunity to be with them но у меня есть возможность быть с ними, and to see how they are working, to see how hard they are working увидеть, как тяжело они работают, to try to design the best possible brace, стараясь создать максимально корректный doing the корсет, treatment, individualized treatment for each person. индивидуальное лечение для каждого пациента. Because the brace is not a teaser.
Потому что корсет — это The brace не is not a рубашка. shirt. The brace must be designed specifically for each person. Потому что каждый корсет должен специально быть изготовлен для пациента индивидуально. And this is what I saw in Сайгак Орто. Это то, что я видел в Сайгак Орто. And as I said before, the combination of brace plus PSSE И комбинация корсет плюс специфических упражнений is the best — это лучшее treatment лучшее with лечение high level of evidence с высоким уровнем доказательства, to have a good result. чтобы получить хорошие результаты. And the combination of Сайгак Орто treatment with the brace И комбинация корсетного лечения Сайгак plus Орто Scolio Center Almaty и специфических упражнений в Scolio центре Алматы with PSSE, со специфическими упражнениями, Rigo Concept, SEAS, ISST, соответственно, и другими специфическими методиками. it's the best treatment, the best approach for a scoliosis patient and for the families. Это лучший подход с точки зрения лечения для пациентов и их семей. And I saw that you are really worried about that И я видел, что вы реально переживаете из-за этого. because also you know, and now I see that you want to learn more Я вижу, что вы хотите учиться больше. because scoliosis is a really challenge. Потому что сколиоз — это You have it's a really challenge treatment when you are in front of the scoliosis patients. Соревнования. очень не соревнование, а очень лечение сколиоза — это определенный вызов. Вызов. Ну да. It's a really big challenge. And you are doing Scolio Center Almaty and Сайгак Орто together, an amazing work. И вы совместно делаете прекрасную работу. Thank you very much. Спасибо большое. It's true. I'm not saying that because I am in this table. I always think that we must respect the family, Я всегда думаю, что мы должны уважать putting first, again, their priorities and not our priority. То есть когда в первую очередь идут приоритеты семьи, а не наши. In this crazy world, В нашем сумасшедшем мире I don't need to say anything about the different wars, problems, conflicts. я не хочу говорить никаких слов по поводу войн, конфликтов и всего прочего. It's very easy to put the attention only in the thing you want or in your priority. Гораздо важнее посмотреть на свои приоритеты. But as a health professionals, Но для специалистов we must put the attention in the patient. Для специалистов в области лечения сколиоза нужно обратить свое внимание на пациентов. Because of this, we decided to be physiotherapists, orthotists, or medical doctor. Потому что мы стали специалистами в этой области, ортозистами, врачами или физическими терапевтами. To provide a service to the patient. Чтобы помочь пациентам. Health professional is a service for the other. Физические терапевты или специалисты в области здоровья — это как раз-таки те, кто помогают в этом семьям. Спасибо, Гарри, за теплые слова от такого специалиста, такого уровня. Действительно приятно слышать это. И я знаю, что специалисты такого уровня, как ты, из Европы, они никогда не будут льстить. Вот, и действительно, потому что мы видим, как ты проводишь обучение, что это очень сложно, это очень тяжело, ты не даешь никому поблажек, и я понимаю, потому что те студенты, которые обучались у тебя, они будут работать с детьми со сколиозом, и это очень большая ответственность. Да, и мы благодарны вам, то, что вы приехали к нам в Алматы поделиться своими знаниями. Спасибо большое вам за это. Спасибо for everything. Спасибо за все. From Rigo Concept BSPTS, От концепции BSPTS доктора Рига. we would like to sign a contract. Мы желаем подписать контракт We would like to offer you the possibility to sign a contract. и предоставить вам возможность также подписать контракт с нами. The collaboration contract between Rigo Concept, Коллаборации между Барселонской школой Сайгак Орто терапии сколиоза, Сайгак Орто and Scolio Center Almaty и Scolio центр Алматы, to offer to the scoliosis patient and families чтобы предложить семьям пациентов со сколиозом the best treatment in the scoliosis field and
other spinal deformities. Лучшее лечение сколиоза и других деформаций позвоночника. It's very good news.